Он у нас отказывался гулять, был вялый, не хотел ни играть, то есть полная такая апатия. Выходили на улицу, он постоит, говорит: «Давай скорее домой бежим». Люди не верят, что ему столько лет. Говорят: «Сколько вашему щенку?» Я говорю: «13-й год». Говорят: «Да не может быть». Морда помолодела, ушла седина с морды практически. Вот, то есть просто чудеса. Вот я считаю, что он с нами только благодаря синтезиту, потому что очень плохо было другу. Вот потом он у нас, кстати, похудел. То был такой плотненький, а сейчас ребра прощупываются. Ну, для пожилых собак это хорошо, то есть меньше нагрузка на суставы. Вот, повеселел, за собачками противоположного пола прям приударяет изо всех сил. Я говорю: «Ты же уже старенький». Он: «Нет, вот не могу пропустить барышню». У меня исчезли боли в суставах, у меня болело плечо, непонятно, что с ним было там более года. То есть просыпаюсь, болит, и весь день уже под вечер как бы проходила. Прошло вообще как и не было. Стала гораздо реже болеть голова. Неудачно глажу, ставлю утюг, обжигаюсь. Тут вот 10 дней, и как и не было просто. И старые ожоги почти прошли. Ну, и волосы тоже потемнели, тоже седина была как бы, и стало ее гораздо меньше. Парикмахер в шоке. Не проходила. А тут просто я вот как-то даже вот вспомнила случайно, думаю: ой, у меня же ж болело, ничего и не болит-то больше. Просто красота. У мужа тоже, у него травма колена с детства, клюшкой хоккейной повредил. Не мог даже водить машину на механике, пришлось поменять на машину с автоматом. То есть просто было больно выжимать сцепление. Тоже прошло. Очень редко бывает простреливает, болит. Ну, как бы поболит чуть-чуть и проходит. А то прям ничего не проходит. Ну, не помогало ни мази, ни лекарства, ничего. И тоже у него, кстати, седина вот как бы сзади на затылке прошла. Ничего не болит, вот. И все замечательно. То утром просыпаешься, то там болит, то там. Думаю: да что ж такое? Еще час идти гулять с собакой. Думаю: как? Сейчас отлично. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы на канале Синтезит. На этом канале люди, кто принимает биоактивный минерал, рассказывают про свои результаты. И не только про свои, также про результаты своих питомцев. И сегодня как раз у нас такой случай. Меня зовут Александр. У нас на связи Галина Юрьевна. И Галина Юрьевна расскажет нам как про свои собственные результаты, по своему здоровью приема вот нашего уникального минерала, так и про результаты Колли. Достаточно взрослая уже собачка. Не секрет, что многие потребители синтезита дают принимать синтезит своим питомцам. И у нас уже очень много результатов по этому поводу. В том числе и когда синтезит помогал в критических ситуациях выйти из ситуации жизни и смерти в лучшую сторону. Итак, Галина Юрьевна, еще раз здравствуйте, пожалуйста. Давайте, наверное, начнем с самого интересного, с вашей собачки, и потом продолжим с вами. Расскажите, как, что, почему и так далее. А вот у меня собака Коля, вот сейчас я попробую показать. Арстань. Ему сейчас 12,5 лет. Вот он. Вот он пришел, тут помогает. Год назад ему было, соответственно, 11,5, было жаркое лето, и он начал очень-очень плохо себя чувствовать. Он у нас отказывался гулять, был вялый, не хотел ни играть, то есть полная такая апатия. Выходили на улицу, он постоит, говорит: «Давай скорее домой бежим». Ну, думаем, друга надо спасать, друг-то у нас как член семьи уже. И как раз вот где-то за пару недель до этого муж себе купил синтезит, вот тоже прочитал все отзывы, то есть, ну, очень ответственно подошел, как бы, потому что, ну, чудесное средство, вот. И мы вот давали ему по половинке капсулы, делили сначала 6 таблеток, ему по половинке давали, вот, потом с перерывом. Вот буквально первый день утром дали, днем пошли на улицу, ну, его выводим там на несколько минут. Он постоял, и как пошел, то есть дальше гулять. Я говорю: «Арс, что это?» Он говорит: «Все, типа, жил друг». И вот так вот потихонечку вот с перерывами ему давали. Потом вот появились капельки в продаже, эликсир в виде капель. Гораздо удобнее стало давать, то есть на ложечку капаем 3-4 капли, ну, 5 бывает, и вот он прям радостно. Вот, так что нас радует. У него стала гуще шерсть. Ну, и так как бы была хорошая. Ну, летом просто он линял почти в ноль. Шерсть густая. Вот это лето, что линял, что не линял. Люди не верят, что ему столько лет. Говорят: «Сколько вашему щенку?» Я говорю: «13-й год». Говорят: «Да не может быть». Морда помолодела, ушла седина с морды практически. Вот. То есть просто чудеса. Вот я считаю, что он с нами только благодаря синтезиту, потому что очень плохо было другу. Что вот так. Понятно, понятно. Это, ну,
как бы по поводу седины я на самом деле не могу сказать, да, такого, то, что как бы вот у людей у нас у некоторых бывает, что проходит седина. Но, уважаемый зритель, если вот вы слушаете сейчас это интервью, не факт, что у вашего питомца она тоже пройдет, он будет чувствовать себя лучше, у него какие-то болячки, недуги, да, там пройдут, особенно в комплексном лечении. Вот. Но чтобы седина ушла, как бы гарантии тут нету, поэтому и как Галина Юрьевна сказала, чудесная таблетка. На самом деле ничего чудесного в синтезите нет. Синтезит способствует восстановлению параметров крови, кроветворной системы, то есть восстановлению количества стволовых клеток. И если у живого существа, у теплокровного живого существа есть гемопоэтическая кроветворная система, есть стволовые клетки, есть эритроциты, есть гемоглобин, то синтезит с ним также будет работать, как и с человеком. То есть, в принципе, кроветворная система плюс-минус у таких вот существ, да, там человек, собака, кошка, мышка и так далее, попугайчик даже, да, курица, ну, она примерно там плюс-минус одинаковая, то есть механизм один и тот же, поэтому синтезит работает абсолютно на всех. Галина Юрьевна, по поводу дозировки еще раз, вот я, честно говоря, не понял, вы говорите про иммуноактив синтезит или про обычный синтезит? Обычный. Просто вы сказали, что вы давали сначала какие-то 6 этих таблеток делили. Делили напополам. Просто я еще посоветовалась с оператором, мне вот девушка перезвонила, когда делала заказ. Мы хотели веганский, но она не порекомендовала, потому что у животных может быть аллергия. Но мы решили не рисковать, так как Коля — это вообще очень сложная собака, то есть многие лекарства нельзя вообще. Вот. И вот обычное железо, то есть мы прям вот как урок алхимии делили напополам, там в капсулу засовывали, пытались на ложечке давать. Но ложка не очень удобно, потому что он там делал пуф, и все разлеталось. Вот. А вот в капсулу, в половинку, в рот засунули, как обычное лекарство. Вот. А потом, вот, когда появились капельки, мы стали давать вот по 4, по 5 в день. То есть он большой, а весит 21-22 килограмма, вот так вот. Так, то есть получается, собака 20-21 килограмм. Вы давали сначала по половине капсулы обычного синтезита. Да, вот давали 6 таблеток, вот, то есть 12 дней. Поделили одну таблетку напополам. Вот. Потом с перерывом через день давали. Вот. Потом он у нас, кстати, похудел. То был такой плотненький, а сейчас ребра прощупываются. Для пожилых собак это хорошо. То есть меньше нагрузка на суставы. Вот. Повеселел. За собачками противоположного пола прям приударяет изо всех сил. Я говорю: ты же уже старенький. Он: нет, вот не могу пропустить барышню. Такой более активный, в игрушки стал играть, а то прям забросил. Дома игрушки очень любит, там перед сном погонять. Вот а сколько всего живут Колли, вот, в принципе, средний срок жизни? По-разному. Вот первый Коля, он, к сожалению, мало прожил. Там несчастный случай произошел, 8 лет. А так, я знаю, до 15 живут. То есть, я когда выбрала, думала, 10 лет проживет, я буду счастлива. А тут молодец. То есть живем, радуемся одному дню, проведенному вместе. Замечательно. Уважаемые зрители, да, вот у кого есть домашние питомцы, если у вас уже очень старый домашний питомец, да, то ему станет получше, ему станет полегче, но насколько его продлится жизнь, никто сказать не может, потому что уже есть какие-то, может быть, необратимые процессы, да, где даже синтезит не поможет, как говорится. Но если питомец еще достаточно молодой, если еще запас от среднего срока жизни, то, соответственно, синтезит поможет эту жизнь продлить, сделать его более активным, как и с людьми, в принципе, да, то есть продлить активное долголетие, если так это назвать словами, которые для человека подходят. Вот. То же самое касается питомцев. Я также, то есть у меня чихуахуа есть, мы также ему даем, ему сейчас 7 лет, у него, он уже 2 года принимает синтезит, и обычно к этому времени уже седина у собачек появляется, у него пока ее нету. И он тоже такой активный, тоже и ребра прощупываются, но уважаемые зрители, естественно, то есть надо, конечно же, за диетой собаки тоже следить. Если вы будете давать синтезит, будете ее перекармливать, будете давать ей всякие сладости и так далее, будете мало уделять внимания выгулу собаки, чтобы она активно себя вела, то, естественно, эффекта будет гораздо меньше. То есть надо понимать, что синтезит — это не волшебство, это помощь для крови и кроветворной системы, но как вот этой помощью вы будете распоряжаться, и ваши, и питомцы ваши, да, соответственно, под вашим контролем, это уже второй вопрос, то есть это уже ваша ответственность личная. Хорошо, Галина Юрьевна, по собачке понятно, теперь давайте про вас. На меня синтезит тоже оказал очень благотворное влияние. У меня исчезли боли в суставах, у меня болело плечо, непонятно, что с ним было, более года. То есть просыпаюсь, болит, и весь день уже под вечер проходила. Прошло вообще как и не было. Стала гораздо реже болеть голова.
Вот, ну, по работе весь день за компьютером провожу, дома тоже там компьютер, там туда-сё. Вот болела буквально там раз в несколько дней. Сейчас мы покупаем таблетки очень редко, то есть уже даже смотрим, срок годности заканчивается, уже надо новую купить. То есть гораздо там раз в неделю, раз в 2 бывает поболит, и проходит быстро. То есть раньше бывали заходы, что несколько дней болит, и там хоть все подряд пью, ничего не помогает. Тут проходит гораздо быстрее. На коже очень хорошо действует синтезит. Так вот, ну, получалось, что несколько раз вот глажу на доске, ставлю утюг, обожглась, и так несколько раз. Так у меня эти ожоги проходят по 2, по 3 года, а тут 10 дней как и не было, просто чудеса какие-то. Что вы имеете в виду по 2-3 года? То есть у вас остаются какие-то последствия после ожога? Да, раньше это оставалось. Ну, то есть, ну, как-то вот у меня уже место такое, что все время вот, ну, неудачно глажу, ставлю утюг, обжигаюсь. Тут вот 10 дней и как и не было просто. И старые ожоги почти прошли. То есть совсем, ну, там, где загорело, видно. Вот. Ну, локти тоже уже, ну, ваши отзывы предыдущие смотрела, пользователи синтезита. Локти тоже гладенькие, прям как ничем таким особо не мажем. Вот. И ну, и волосы тоже потемнели, тоже седина была, как бы, и стало ее гораздо меньше. Парикмахер в шоке. Говорит, как? Я говорю, вот так вот. Не верят. Ну, это, видимо, у вас семейное вместе с собачкой, что, да, вот синтезит так реагирует. Уважаемый зритель, еще раз обращу внимание, да, то есть у кого-то волосы могут потемнеть, но это не стопроцентный эффект, это бывает в определенных случаях, но и у нас не было такого, чтобы полностью они все потемнели. То есть этого ну, никогда не бывает, что местами потемнеют, как-то там вокруг потемнеют, вот, или новые начинают прорастать волосы, но опять же это как бы, ну, это не гарантия, да, то есть тут есть индивидуальная реакция организма. Хорошо, а Галина, скажите, пожалуйста, по поводу суставов. У вас, то есть, было просто какое-то воспаление, которое не проходило? Это не какой-то там артроз, коксартроз, или вы ну, не знаете, там был диагноз, не было диагноза? Ну, как бы к врачу ходила, ну, как бы анализы все сдали, все хорошо. Вот Маш дала Бена, все пройдет. Ну, не проходила. А тут просто я вот как-то даже вот вспомнила случайно, думаю, ой, у меня же ж болело, ничего и не болит-то больше. Просто красота. У мужа тоже, у него травма колена с детства, клюшкой хоккейной повредил. Не мог даже водить машину на механике, пришлось поменять на машину с автоматом. То есть просто было больно выжимать сцепление. Тоже прошло. Очень редко бывает простреливает, болит. Ну, как бы поболит чуть-чуть и проходит. А то прям ничего не проходит. Ну, не помогало ни мази, ни лекарства, ничего. И тоже у него, кстати, седина вот как бы сзади на затылке прошла. Тоже как бы потемнели волосы, тут было много седых, и все говорят, ты помолодел. Вот, что случилось? Ну вот, так вот. А как вы принимаете синтезит? То есть вы вот как рекомендовано до еды или там вы как-то по-другому принимаете на ночь? Утром до еды выпили синтезит, взяли друга четырехлапого, пошли гулять, час погуляли и завтракаем. То есть между приемом и завтраком проходит там час-полтора, не меньше. Хорошо, то есть, уважаемые зрители, не раз было подмечено, что если синтезит принимать непосредственно перед какой-то вот физической нагрузкой аэробной, когда кровь по организму начинает гулять, есть определенные, то есть, движения, то он действует как бы немножечко более активно. Вот прислушайтесь к этому совету и принимайте синтезит желательно, то есть не просто там проснулись, да, и выпили синтезит, потом покушали, и потом на работу пошли, проснулись, выпили синтезит, поделали какую-то тренировку. Желательно, вот видите, какая-то длительная нагрузка, то есть час примерно гуляют, час ходьбы, это хорошая аэробная нагрузка такая, достаточно щадящая для организма, но которая при этом заставляет работать кровеносную систему и так далее, дыхательную систему. Вот. Также, уважаемые зрители, если вам синтезит нужен непосредственно для регенерации, к примеру, все, что связано с мозгом, то по нашим последним наблюдениям это принимать на ночь. То есть это касается, к примеру, там, деменции, Альцгеймера и прочих моментов, Паркинсона. На ночь принимаем, чтобы ночью нейрончики восстанавливались. Такое вот наблюдение есть. Хорошо. Я еще хотела, Алексей, как раз собаку вспомнить. Вот. Мне кажется, это очень важно вот для тех, у кого есть собака. Так получилось, что нужно было вот нам зимой ему давать курс антибиотиков. То есть у него была кожная болезнь, мази не помогли, сделали анализ, сказали только антибиотиком. Но я знаю мою собаку, я ему даю антибиотики вместе с едой, его начинает рвать. Ну, то есть это обычная реакция для коли. Если делать противорвотный укол, когда вот он хорошо себя чувствует, он начинает бегать, суетиться по квартире, то есть ужас, перевозбуждается. Думаю, что же делать?
И вот утром и вечером давали ему по 5 капель синтезида. То есть, ну вот утром, как обычно, погуляли вместе с едой антибиотик, и вечером тоже за час где-то давали 5 капель, потом с едой, и вот за месяц с небольшим приемом всего там 3-4 раза у него была рвота. Ну, соответственно, и лекарство как бы мимо было. То есть, а так бы я бы не знаю, чтобы мы, как бы мы ему этот антибиотик давали, чтобы он усваивался. А вот синтезид помог, то есть все, вылечили каку. Тоже вот это очень важно, потому что антибиотик тяжело собакам усваивается, и такая вот реакция у них. Да, спасибо большое, очень интересное наблюдение. Уважаемые зрители, то есть обратите вот на этот тоже момент внимания по поводу, вот, если у кого колли или похожий есть вопрос. Кроме того, когда живое существо принимает синтезид, соответственно, кровь становится нормального своего состояния, восстанавливается ареология крови, эритроциты разлепляются, и, соответственно, транспорт любых антибиотиков, любых дополнительных средств непосредственно к органу, который в этом нуждается, или ткани, он упрощается, и, соответственно, это все действует сильнее. То есть это надо как бы понимать, соответственно. Вот. Плюс еще, если синтезид помогает при химиотерапии снижать побочные эффекты, сохранять ту же самую кровь, да, ее параметры, то когда принимаешь антибиотики или какие-то другие сильнодействующие вещества, синтезид также помогает защищать кровь от побочных эффектов. Это тоже вот такой есть плюс. Поэтому в комплексной терапии тот же самый синтезид, химиотерапия, это может быть онкология там, и так далее, или вот курс антибиотиков каких-то сильных, он помогает защищать организм, защищать печень, защищать почки, кровь защищать от токсического действия лекарств. Это как бы тоже такой достаточно большой плюс. И, соответственно, так как синтезид в принципе способствует ускорению выздоровления, то есть в 2, а может быть в 3, в 4 раза может быть быстрее пройти оздоровительный процесс в комплексной терапии, да, в том числе. Но иногда мы видим, что как и моно, то есть когда как монопрепарат синтезид принимаешь, уже какие-то моменты могут стабилизироваться достаточно быстро. Вот особенно интересно, что касается вот давней травмы мужа Галины с коленом, да, то есть это как бы, ну, интересный очень случай. А, Галина, а как быстро вот этот эффект произошел? Месяц-два это длилось или сколько? Да нет, ну буквально вот в первую неделю приема он почувствовал значительно вот и бодрость. И опять же, это было лето, жара у нас просто очень ужасная была. И в том году, вот и в этом, вот, слава богу, уже закончилась. Вот буквально там вот первую неделю говорит, я спокойно иду по жаре, то есть хорошо себя чувствую. Колено вот перестало болеть. Вот уже и голова реже болит. Ну и просто, говорит, такое чувство, что помолодел лет на 10-15. Вот общее такое состояние. Да, вот, уважаемые зрители, то есть качество жизни, качество нашей энергетики, состояние здоровья, оно определяет то, как мы чувствуем себя. Вот, соответственно, Галина, а вы насколько себя ощущаете вот, по возрасту, на сколько лет меньше по энергетике? 10 меньше, да, потому что ничего не болит, вот, и все замечательно. То утром просыпаешься, то там болит, то там, ну да что ж такое, еще час идти гулять с собакой, ну как? Сейчас отлично. Вот. Ну, мы вот опять про друга. Вот стараемся с ним утром, вечером по часу гулять. Хоть он уже у нас мальчик не маленький, но вот чтобы нагрузка ему была походить. Тоже. И мне вообще вот кажется, что вот собаки, вот, ну вот знаешь определенный срок жизни питомца, вот напополам делишь, из этого времени нужно давать в качестве профилактики, ну вот флакончик эликсира, вот где-то раз в квартал, наверное, надо, чтобы пропивал, вот так вот, раз в полгода. Ну, чтобы уже как бы поддерживало еще до того, как пошли какие-то вот возрастные изменения. Так и ему. Конечно, да. Чем раньше начнешь применять синтезид, заниматься здоровьем, здоровьем себя, здоровьем своего питомца, тем позже наступят вот эти вот дегенеративные изменения. И мало того, то есть, если посмотреть на людей, кто живет в экологически чистых районах, да, где-нибудь там взять каких-нибудь товарищей горных, да, ребят, старец, вот он до конца жизни работает, воспитывает подрастающее поколение, там, правнуков своих, в здравом уме находится. То есть, соответственно, в принципе, можно жить до самой старости, до самой смерти, как бы не испытывать вот этих вот, этого вороха заболеваний, не быть привязанным к постели, если заниматься своим здоровьем и, соответственно, как бы, если помогать своим ближним, да, вот, братьям меньшим, там, и просто своим всем родственникам, да, просто подсказывать им,
что делать, как жить. Опять же, уважаемые зрители, если вы получили результат от синтезита, он вам нравится, вы используете препарат, даже даете своим вот домашним питомцам, не стоит на своих близких экзальтированно наседать, да, то есть пропагандировать каким-то образом синтезит. Просто если вас спросили, почему вы так вот выглядите, почему вам так хорошо, да я принимаю синтезит, не надо. Вот человек сам захочет, узнает. Потому что, как показывает практика за вот, 3 года уже, да, с момента начала продаж препарата, чем сильнее человеку навязываешь, это в принципе везде, наверное, так происходит, тем больше у него отрицания. И пока у него конкретно не заболит, он не придет. Поэтому проще просто, вот есть такое средство, да, если захотели сказать, но не надо там как-то пытаться что-то. У нас нет сетевого маркетинга, мы по этому пути не двигаемся. Вот. То есть человеку сразу сказать, нет, никаких скидок нет, это не сетевая компания, все, вот надо купить, вот иди на сайт, там покупай, вот, и сам разбирайся, в принципе. 10, 1-2 только вот реально интересуются. То есть узнают, где купили, что это. Остальное, нет, ерунда какая-то. Ну как ерунда? На нас посмотрите, на собаку мою посмотрите. Это ерунда. Отлично работает препарат. Ну да, посмотрят, пройдет еще не 1 год, они будут за этим всем наблюдать, и потом уже у них в головах что-то оформится, что-то осмыслится, и начнут уже изучать. Это как бы... На людей давить нельзя. Чем больше на людей давишь, тем больше отрицания. То есть по этому же механизму работает, допустим, момент, когда, я уже говорил, да, с детства ребенку говорят, а тебе нельзя. Да, все взрослые сидят за столом и держат бокальчики с пузырьками, а тебе нельзя, ты еще маленький. Естественно, он стремится как можно быстрее, это нельзя перебороть. Поэтому и когда заставляешь его что-то делать, то есть тот же самый механизм отрицания вступает. Ладно, это уже, так сказать, немножечко из другой темы. Хорошо, я благодарю, что вот вышли сегодня на связь, поделились информацией. Будем следить за вашей собачкой. Надеемся, что у нее все будет хорошо. Пусть он будет бодрым, веселым. Вам тоже желаю здоровья. Если есть у вас какие-то напутственные слова нашим, может быть, зрителям, можете сейчас их сказать. Ну, я хочу еще раз поблагодарить создателей синтезита за такой чудесный препарат, который вот считаю, что наша собака с нами благодаря только приему синтезита, потому что ну, очень плохо было другу, сейчас он нас радует, и радуем мы сами себя нашим хорошим самочувствием, и как бы всем сомневающимся желаем не сомневаться, а попробовать купить 1 упаковку, и результат, я уверена, не заставит себя ждать. Спасибо большое. Обязательно передам слова руководству. Уважаемые зрители, практика — критерий истины. Если вы чего-то не понимаете, не факт, что это вот на самом деле не так. Но надо просто, как говорится, попробовать. Спасибо большое за интервью еще раз. Уважаемые зрители, если вам понравилось это видео, конечно же, ставьте лайки, делитесь со своими родными, близкими, знакомыми, потому что кому-то это может помочь очень-очень-очень-очень. Всего хорошего. До свидания.